Ты когда-нибудь изменял мне? С кем ты начала встречаться после того, как мы расстались? Нужно подумать, с кем первым. Погуляла? Было весело? Пошли домой. Очень весело. Меня зовут Кирилл, мне 21, это моя бывшая Саша. Я Саша, мне 19 лет, это мой бывший Кирилл. Класс. Зачем вы так пришли, что вы хотите узнать, что вы видите? Она меня позвала, я чисто выпить пришел. Вот, давай, до встречи. До встречи. Начало многообещающее. Что твои друзья и родители думают обо мне? Ну, мама про тебя не знает. Она же меня один раз катала на машине своей. Да, но... Да. Класс, друзья. Ну, наверное, она поняла, потому что, как бы мы прощались не как друзья определенно. Ой, Но это так вопросов не давно задавала. было. Скажите еще раз, сколько вы встречались? Мы встречались почти год, а потом еще что-то непонятное. Друзья, да ты и так прекрасно все знаешь, все с тобой общаются до сих пор. Да, твои друзья — это мои друзья. Но твои друзья почему-то не мои друзья. Ну, не все. Моя мама один раз тебя видела возле бара, сказала, ты красивая девочка. Друзья, ты и так знаешь. Сережа вот тебя не любит. Почему? Ну вот, там была одна ситуация. Я тебе принес шоколадку, а ты такая сидишь. Ого. Вот Сережа это запомнил и с тех пор считает тебя тупо злой сукой. Ну, Нормально. Сейчас, может, что-то поменялось, я не знаю. Ну, не знаю, когда он меня видит на улице, то он со мной не здоровается даже. Ну вот, теперь ты знаешь почему. Почему мы с тобой расстались? Блять. В принципе, скорее всего, потому что я тебя доебал. Скорее всего. Скорее всего. Ну, честно, тогда были не лучшие годы в моей жизни. Ой, что я тогда только не делал. Я даже не знаю, как ты меня терпел. Я себя столько не терпел. Вот после твоего дня рождения что-то с тобой произошло. Скорее с тобой. А что со мной? Блядь, твою мать. Извините. Да, можно же материться, нет? Класс. Это после дня рождения Сережи. Когда мне было очень плохо, мне нужна была помощь. Ты слишком начал меня контролировать, просил, чтобы я все время проводила с тобой время, чтобы, когда я встречалась там с подружками, то типа тебя тоже с собой брала, потому что тебе скучно, и ты не хотел в старую компанию возвращаться. Меня это напрягало, потому что я не могу проводить с тобой столько времени. У меня какое-то должно быть свободное время для себя и для подруг. Да, но можно было просто мне об этом сказать, Я поговорить. тебе говорила. Мало говорила. Или я не слышал. Ты не слышал. Ой, блядь, это смешной вопрос. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы нас забыть, и что ты делала, чтобы на это пережить? Ого. Начнем с Тимы или с Миши? Не с кого я выпью. Я не хочу ответить. Я не знаю даже, что ответить. Ты отвечать будешь? Да, я могу спокойно ответить. Но я, правда, выпить хочу. Ну, ты прекрасно знаешь, что вот сразу же, вот как только ты куда-то там пошла с Тимом, я куда-то там пошел с Соней. Мы еще косплеили ваши фотки. Ага, я помню. Я до сих пор не забыл. Я помню. То есть прошло сколько? Много времени? Все еще? Да. Я вот теряюсь. Это третий год уже пошел, как Да. мы расстались именно вот Да, официально. да. За нас. Я сейчас опять буду пить или что? У тебя когда-нибудь были секреты от меня? Если да, то какие? Я, в принципе, человек достаточно открытый. Ну вот сейчас только не ври. Ну, я же постоянно врал, что я куда-то там пошел тусить, и я что-то там... Ну, я не говорил тебе, что я там делаю, а ты потом это все узнавал, и у нас из этого были ссоры. Угу. Боже, какой кошмар. Да и все, секретов не было. То, что я с Соней общался, ты знаешь. Ты от меня это скрывал какое-то время, пока я просто не увидела. То ли в сторе у Сони, или у тебя на телефоне. Не, Да. было по-другому. Да, конечно. Ладно, а у тебя? Ой, да. Да были, У тебя конечно. вообще полно было, ты не очень сильно любишь. Давай я тебе сразу налью, ты же все не расскажешь. Ну. Да я не знаю просто, какие секреты были. Ну, секреты, естественно, были. Я много чего скрывала всегда. И до сих пор скрываешь. Да. Ужас. Как так можно жить? А сколько у тебя было партнеров до того, как мы начали серьезные отношения? Очевидный вопрос, 0. А у меня, я не знаю, серьезного у меня была только одна девушка до тебя, и все. Ну ты это тоже так прекрасно знаешь. Да, вот с которой в школе типа начали встречаться. Ого. Что там? Когда ты последний раз употреблял? Да у нас в основном все проблемы в наших отношениях были из-за того, что я в молодости, блядь, как будто такой старый, хотя чувствую иногда себя на все 28. А я употреблял кислоту, ЛСД вот в больших количествах, получал от этого удовольствие. И вот этот вот человечек очень хороший, она волновалась за меня. Я и по сути мы начинали встречаться, я тогда думал, что ты мне поможешь от этого избавиться. Но Не когда пыталась? да, когда мне нужна была помощь, когда вот мне конкретно кукуха поехала, я тебя просто заебал. Да я бы сам с собой не справился, что ты не виноват. Кислоту 2 года назад. Фен? Помнишь, когда Мельник уезжал? Да.
Вот даже тогда не можешь. То есть ты даже не помнишь, когда в последний раз? И даже не помню, когда, потому, ну, ты же можешь плевать на все это. Ну, хорошо. О, боже мой. Да, я знаю ответ. Я лучше твоих бывших парней или тех, кто был после меня? Ну, после тебя у меня были только одни адекватные отношения с Антоном. Да, я знаю. Ну, ты рассказывал, что трахал лучше. О, боже, какой ужас. А помнишь тот день, вот до того, как ты начала встречаться с Антоном, мы с тобой были ночью у Решки, и ты мне тогда сказала, что ты меня любишь. Потом ты говорила, что это случайно вырвалось, и ты мне до этого тоже случайно это говорила, или типа вот с чего вообще это было? Почему ты так сказала? Ну, я не особо помню. Пиздец, оправдание. Но это серьезное время. Давай, наваливай на чистоту. Ты так сам прекрасно знаешь, что очень долгое время у меня были чувства к тебе, все еще. Поэтому, ну, тогда это была В правда. смысле все еще? На то время, долго, после расставания, у меня были к тебе чувства. Вот, поэтому это была правда, то, что я тебе сказала, что это так случайно, ну, вот это я напиздила. Ну, ты умница, конечно. Естественно. Дурочка ты. Ты когда-нибудь жалел, что мы были вместе? Нет, даже мыслей таких не было. А ты? Нет. Ну, типа, я до сих пор вспоминаю это все с улыбочкой, и Весело ну, было классно. Очень прикольно. До какого момента. Почему ты скучаешь больше всего? По «Доброе утро, кот», по общению мы могли говорить обо всем открыто. А сейчас не можем. Почему? Ну, потому что другие отношения, Кирилл. Это ты просто закрываешься. Я готов говорить обо всем. Ну хорошо, да, я закрываюсь. Я тоже по общению, да по всему. Прям Ну, по я всему. не знаю, типа, как сказать, но было все очень хорошо и очень круто, и вот по всему скучаю. Запусти совместную фотку с опросом, стоит ли нам быть снова вместе. Ты за что? Ты же знаешь, как наши друзья реагируют? Я представляю, что будет вечером. Мне тоже нужно запостить. Да. Давай сейчас щелкнемся на фоне белого этого. Давай с этой стороны. У меня тут рука длиннее. Ты понимаешь, когда мы выйдем, просто у нас будет очень много сообщений от всех. Очень много, очень много. Поэтому мы эту историю мы будем рассказывать нашим детям. А, то есть ты все еще надеешься, что мы будем вместе? Нет, конечно. Сарказм. Я сделал. Скинь мне фотку, пожалуйста. Просто это очень смешно. Справилась? Да. Кажется, это тост. За тебя. Итак, внимание, вопрос. Кто сильнее любил? Ну, смотря в какой период, скорее. Вот именно. Потому что изначально я, у тебя, в принципе, не было чувств. И потом, наверное, ты. Это мое мнение. Ну, так и было. Отправь маме совместную фотку с надписью «Тебе привет от меня». Вы же с ней даже не общались. Боже, какой ужас. Я сейчас маме отправлю, ладно. Не, я ей рассказывал там про тебя, там пару словечек. Ну, фотка была совместная в рамочке тоже. Я отправляю маме. Привет от Саши. Она подумает, что от Мельник. Ну, фотка так. Я- Тоже отправил? Я нет. Так отправляй. Так у меня мама не знает, кто это. Ну, отправляй. Ну, нет. Посмотрим, что она скажет. А что вообще мама знает о твоих отношениях? Ничего. Мы с ней никогда это не обсуждали. Да она вообще не очень общительный человек. Да. Марта уже начала отвечать мне на историю. Мне пишет моя сменщица из кофейни. Не, ну это круто, это классно. Что я должна поменять в себе для последующих отношений? Честно? Ну, мы же вроде как правду говорим. Ты очень много чего не дорассказываешь. Ты очень многое в себе держишь, и очень часто вот у тебя меняется, знаешь, так вот мнение, вот бац, и хоп, и ты передумала, хочешь то того, то другого. Ты, во-первых, твоя неопределенность, во-вторых, будь более открыта с человеком, ну, с которым ты В отношениях. Да. А то колючий ежик, знаешь, ни с кем долго в отношениях не пробудет. Ну, я сейчас не знаю просто, какой ты в отношениях, но если говорить о том, что было, то немножечко больше свободы. Ну, это чисто для меня, то, что я Ты же знаю. знаешь, что это тогда было. И ревность. Ты очень много ревнуешь. А у меня тогда были проблемы с этим. Ну, и сейчас я замечаю тоже. Вот приведи пример, давай. Да ты много из-за чего бесишься. То же самое, когда я начала общаться с Сашей, это типа ты начал ему писать, а-ля угрожать. Я не угрожал ему. Вот честно, мы с ним просто поговорили, просто я знаю, как у него вообще с девушками в отношениях, и я за тебя больше беспокоился. Я тебе уже об этом говорил. Если ты хочешь, чтобы тебя зимой обливали холодной колой, пожалуйста. У меня никто не обливал колой, и меня никто не оскорблял. Ты хотела бы за что-нибудь извиниться? Да. За то, Марта что... теперь мне пишет. Класс, погнали.
За то, что я не попыталась тогда понять. Вообще я начала какую-то фигню творить, которая тебе принесла боль. И типа это все было на показ. И я делала это специально. Вот за это я бы хотела очень сильно извиниться. А ты за что бы извинился? Ты думаешь, мне нужно за что извиниться? Что по самооценке опять? Извини. Я считаю, что я никакого тебе плохого зла не делал, кроме таких вот некоторых моментов, где из-за сложностей своего характера я там А за наркотики ты не хочешь извиниться? кричал и так далее. Это тоже сложности моего характера. Это не сложности характера, Кирилл, вообще ни капельки. Ладно. За то, что меня поломало тогда. Хорошо, Хорошо, ты прощаешь? да. Да. А ты? Я еще подумаю. Еще нравится. Обсудим это сегодня. С кем ты начала встречаться после того, как мы расстались? Так, подождите. Тим, Миша, Артур. С кем первым? Ну, сначала был Тим на недельку, Ну да, потом Миша, потом Миша, потом Артур, потом Артур, потом Антон. потом Антон. Ну, а дальше это уже все секретики. А я был чисто в перерывах. Ой. Это было, мне кажется, месть с обеих сторон. Ты начала первая. Нет, как раз таки Нет. ты начал первый. Нет. Кто первый поцеловался с Тимом? А? Хорошо. Ты начала первая. И непонятно почему, типа. Сначала была Соня. Потом опять Соня, еще много раз Соня. Не, у меня еще ж были разные интрижки. Как там ее звали? Ты даже не помнишь имен, Кирилл. Ну да, я трахался. Но ничего серьезного. И ты сама знаешь почему. Ну да. Ну да. Ты когда-нибудь изменял мне? Если да, то почему? Ты Это мне вопрос, который меня интересует, наверное, уже все Вот. время. пиздец, да? Потому что мне, опять-таки, много чего говорили, я не знаю, правда это или нет. Вот теперь и знаю. Если ты не выпьешь, конечно же. Но вот это очевидно тогда. Я выпью Ну ты изменял. за наши общие проебы. Это раз. Во-вторых, в плане физическом Поцелуй тоже измена. По крайней мере, для меня. тогда не изменял. Когда у нас начались проблемы, мы не разговаривали даже. Точнее, мы перестали делиться друг с другом совсем. Вот это вот. Ну, начались проблемы, грубо говоря, в отношениях. Вся хуйня из-за моей головы попаянной. Я пошел гулять с Соней. Мы напились. Вы поцеловались? Нет. Переспали? Нет. Представляешь? Обратный вопрос. Я не изменяла. Я знаю до того рокового дня, когда Но мы расстались. Да, я знаю. Поэтому- Тебе это нужно было. Погуляла? Было весело? Пошли домой. Очень весело. За тебя, солнце. Так, ну это вообще уже бред. Ты вверх ногами прочитала или... Что нужно для того, чтобы мы опять были вместе? Наливай. Серьезно? Вообще ничего не придумаешь? Может, я просто не хочу? Я знаю. А ты что? Посмотри на меня просто с другой стороны. Я предполагала такой ответ. Ага. Пей. Я была бы хорошей женой. Пиздец какой. Почему? На ужин салатики. Ну ты ж сладенький, не то чтобы любишь. Как ты думаешь, хорошим мужем бы я был? Мне кажется, да. Ты очень внимателен, поэтому, да, любишь сюрпризики всякие делать, типа приятности. Я тебе налью, а потом задам вопрос. Потому что я знаю, что это за вопрос. Это намек на то, что я не отвечу. Да. Нет, ты ответишь, но не сделаешь. Ты бы могла поцеловать меня в губы? Смотри, это не я спрашиваю, это мной руководит матрица. Я здесь ни при чем. Конкретно можно? Типа просто поцеловать в губы? Ну просто в губы, типа без... Ты напилась? Да. Боже мой, боже мой. Мне пи***ц. Я вижу солнце. Я так уж и быть, я тебя домой довезу. Ты все еще любишь меня? Я не отвечу на этот вопрос. Так что ты не хочешь отвечать, если я знаю ответ? Ну вот, потому что ты знаешь, поэтому не хочу отвечать. Честно, я не знаю. Ну, очевидно ведь. Ну тебе может быть очевидно, а мне нет. Кирилл. Ты знаешь, что у меня странные отношения вот в плане того, что я чувствую и как оно на самом деле. Я просто поехавший немножко. Люблю, но не знаю, ты иногда такая сука. Я тебе это уже говорил. Вопрос ответь. Нет, не люблю. Ты напилась? Это уже очевидный вопрос. Так и так уж, тут по большей части очевидные вопросы были. Хочешь что спросить у меня? Например, почему я до сих пор тебя люблю? Потому что, типа, идеал. Там все дела. Что, со мной как... Я. Подожди. Хорошо, нихуя. отвечай на вопрос. Почему? Ну ты не идеал как девушка, типа, блядь, просто вот в плане моем, под мой психологический типаж, под, блядь, мое сознание, в общем, под мою личность, для меня ты именно идеально подходишь. Ты уверен вообще в этом, типа? Да, вроде как да. Как думаете, вы вообще теоретически могли бы быть вместе? Не знаю, может лет через 10, когда я буду другим человеком. Нет, в плане, я ее люблю, конечно, очень сильно, но... Ответила на вопрос, который не хотела отвечать. Тебе налить? Нет. Это зависит все в большей части от нее.
Саша очень быстро меняет свое мнение, и у нее быстро пропадает интерес к чему-то конкретному. Мне просто кажется, что ты еще не доросла до того, чтобы строить именно нормальные отношения. Ты просто хочешь все еще играть в эти дурацкие игры. Ну, это смотря с кем. Что, на дорожку? Вопросы закончились? Да. Кстати, мама ответила, не ответила? Что там за жизнь 5 происходит? сообщений, Кирилл, От на Матуши? историю. От Нет. Матуши? А мама ничего не ответила. Мама, кстати, тоже мне пока моя ничего не ответила. У нас- Нет, подождите, мама прочитала, но ничего не ответила. Я что, сегодня в бар идем? Мне кажется, нам тут делать уже нечего, просто прийти посидеть в карты поиграть. Дать тебе ручку. Самостоятельные. Ой, до сих пор вы 3 года прошло почти уже, а ты не понимаешь, что я просто о тебе забочусь.